Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 31 января. Друзья, очень важный день, когда нам нужно с вами проделать определенные практики и запустить определенные процессы для того, чтобы правильно подготовиться к 1 февраля. А вы спросите, а что же у нас такого 1 февраля? 1, друзья, у нас с вами новолуние. И не просто новолуние, а новолуние в знаке зодиака Водолей. Плюс китайский Новый год. И эти два события, и не только эти события, но нам нужно подготовиться для того, чтобы перейти к следующим событиям в изобилии, в достатке и благополучии. И хотим мы с вами или нет, но Луна очень сильно влияет на каждого человека, на нашу планету. И кто-то скажет, невозможно, что она не влияет. Это каждого дела. Но помним о том, что растущая Луна имеет свойство провоцировать активный рост и развитие. При этом в любой сфере нашей жизни. Особенно, если мы начали в первой четверти лунного цикла. А вот убывающая Луна у нас наоборот уносит все лишнее, все ненужное. Она очищает, она замедляет и укорачивает. Именно поэтому 31 января, в последний день убывающей Луны, перед новолунием, стоит проделать эти практики. Эти практики очень важны. Поэтому мы прямо сегодня вот сделали на этом очень большой акцент для того, чтобы многие люди провели эти практики. Они простые, несложные, но в то же время действенные. Итак, давайте по порядку. Начнем с вами с ванной комнаты. Друзья, еще один момент. Хотим сказать о том, что эти практики вы можете сделать до 1 февраля. То есть сегодня, 31 января, в любое время, даже если это 10 часов вечера, будьте добры, проведите. Очиститесь от всего того, что вам, возможно, мешает в жизни, что тормозит потоки изобилия и достатка войти в ваш дом и вашу жизнь. Итак, обязательно наведите порядок сегодня в ванной комнате. Избавьтесь, пожалуйста, от всех бутылочек, которыми вы не пользуетесь, которые заканчиваются, которые по каким-то причинам вас раздражают и так далее. Отдайте своей подруге, соседке, знакомой то, что давно стоит и вам не нравится. Это очень важно. Далее, очень важно, что вы сегодня перебрали все документы, и это касается не только на работе это нужно сделать, да, но и сделать также дома. А у нас, слава богу, поверьте, документов, бумажек, квитанций, записок каких-то хватает всегда. И вы знаете, вы найдете дома и устаревшие какие-то рецепты, и чеки, и прочие бумажки, которые точно уже утратили свою актуальность. Не поленитесь. Вот пришли после работы, да, понедельник день тяжелый, не спорим. Но мы с вами закладываем фундамент для будущего, поэтому обязательно это нужно сделать. Далее. Сегодня, пожалуйста, почистите свой телефон, потому что у каждого из нас найдутся фотографии ненужные, какие-то скрины, документы, картиночки и все то, что вот просто лежит у нас мертвым грузом в нашем телефоне, и это также мешает нам. Кроме того, есть, возможно, приложения, с которыми вы не пользуетесь, которые вы загрузили, но у вас не хватает времени, желания смотреть и так далее. Убираем, удаляем. Возможно, вы почистили свой телефон, обновите картинку на экране, заставочку. Придумайте то, чтобы вам нравилось. Вот у вас настроение такое, дайте. Например, лучше всего, если у вас на экране будут какие-то талисманы ваши, возможно, денежные фоны. Это очень важно. Далее, обязательно сегодня загляните на кухню, пройдитесь по всем шкафчикам на вашей любимой дорогой кухне. Избавьтесь от всех продуктов, особенно просроченных, которыми вы не пользуетесь, от круп, от треснувшей и надколотой посуды, от каких-то старых полотенец или от тех полотенец, которые вы стираете, а все равно пятна не исчезают, потому что таким образом вы задерживаете изобилие, благополучие и достаток в своей жизни. Помните об этом. Кухня – это у нас достаточно сильное по энергетике место.
Далее обратите внимание на часы, на мебель и на другие предметы вашего быта, которые невозможно отремонтировать. Выбрасывайте, потому что именно вот таким образом через эти вещи в том числе приходит удача. Сделайте ревизию, вы лучше знаете, что у вас где лежит, что вам уже не нужно, а чем вы вообще не пользуетесь. Далее, друзья, уделите внимание своей домашней аптечке. Кто-то сейчас скажет, ну что же, у меня там один анальгин и, например, зеленка или что-то еще. Вот проверьте, а возможно у вас это уже просрочены именно эти препараты. Проверьте, просмотрите, напишите себе список, что вам нужно купить из препаратов, потому что все равно у каждой хозяйки должен быть минимум в аптечке быть, да, зеленка, йод, бинтик, ваточка, это как минимум, плюс анальгинчик, аскорбиновая какая-то кислота и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на вашу аптечку. Далее, если у вас есть детки, загляните обязательно в детскую, соберите все сломанные и уже неинтересные вашему ребенку игрушки, изрисованные альбомы, фломастеры, порванные книги. Переберите всю одежду. Маленькие вещи отдайте тому, кому они действительно нужнее. Это очень важно. Но когда вы будете делать ревизию в детской комнате, пожалуйста, не приглашайте в этот момент ребенка, потому что ребенку все нужно в нашей жизни. И, знаете, это как бы сбор всего мусора. Поэтому сделайте это во время того, как, да, ребенок в детском саду сегодня или ушел на прогулочку. Кроме того, как правило, дети не помнят о том, какие у них были игрушки. Далее, обязательно взгляните в свой гардероб, в свои шкафы, избавьтесь от тех вещей, которые вы не носите уже больше года. Возможно, есть какая-то ненужная вам одежда, возможно, есть какие-то аксессуары, где-то поломанные, например, поломанные ваши там где-то сережки, колечко, ну, всякое бывает, да, мы все женщины, мы очень любим бижутерию, мы все любим ярко, это хорошо, но сделайте ревизию и вашей бижутерии, ваших аксессуарах. Далее, обратите внимание на ваши сапоги, туфли, тапочки комнатные, всевозможные шлепки и так далее. Если они изношены, отказываемся от них. Но помните, от них мы отказываемся обязательно с благодарностью. Вы их можете отдать тем людям, которые действительно также нуждаются в этом. Также обращаем также ваше внимание, избавьтесь от ненужных вещей, от тех вещей, которые, вот, возможно, мы не назвали, но вы точно уверены, что они вам не нужны. Тем самым вы сможете привлечь в свой дом положительную созидательную энергетику. Помните о том, когда мы это все выбрасываем, когда мы все собираем в кучу ненужное, старое, грязное и так далее, обязательно говорите следующие слова. Старое уходит, новое приходит. Обязательно говорите. Например, зашли на кухню, посмотрели, что у вас ненужное, просроченное и так далее. И собираем это все в пакет, в мешки и говорим, старое уходит, новое приходит. И когда мы с вами уже выносим на мусорку, так же самое говорим, старое уходит, новое приходит. Друзья, мы должны с вами подготовиться к новолунию. Новолуние у нас 1 февраля в знаке зодиака Водолей. А Водолей у нас отвечает, друзья, и за отношения, и за финансы, за наши деньги. Поэтому давайте подготовимся к этому особенному новолунию. Помните о том, что Вселенная слышит каждого из нас. Избавляйтесь от ненужного. Также проведите генеральную сегодня уборку. Нет времени проводить генеральную уборку, потому что сегодня рабочий день, да еще и понедельник, как правило, у многих людей много задач надо решать, много планировать надо на целую неделю. В таком случае хотя бы придите домой, включите пылесос и сделайте влажную уборочку. Также обратите внимание на цветочки, посмотрите, как у вас цветы, посмотрите по лунному календарю, то есть себе посмотрите цветы, уделите им просто сегодня внимание, а уже, возможно, их пора пересаживать в самом ближайшем времени, вам нужно горшки купить или еще какие-то витаминки им подкупить и так далее. Тоже обратите внимание на свои цветы.
Также, если у вас есть какие-то недосказанности, есть какие-то обиды, обязательно сегодня их проговорите и сожгите. Очень важная практика, которую мы рекомендуем делать всем тем, у кого есть проблемы именно связанные с отношениями. Это очень важно. Друзья, 31 января, сегодня вот такой у нас с вами день, последний день убывающей луны. Понимаем, что энергии, скорее всего, у многих людей мало, ее не хватает, но помните о том, что мы с вами мудрые люди. Если вы на нашем канале, на канале Эзотерика для тебя, значит, вы пришли развиваться, идти только вперед, не останавливаться ни в коем случае на достигнутом. А мы всем желаем мира, любви, изобилия, благополучия. Будьте здоровы и берегите себя. И мы с вами уже услышимся, друзья, в следующем видео.